нас встреча посвящена тому, чтобы понять причину усталости, потому что у меня много практиков, много целителей, которые также являются одновременно практикующими целителями, тета-хиллеры и ясновидящие. И одновременно они являются моими пациентами. Так сложилось, потому что накапливаются определенные проблемы у каждого человека, и нужна какая-то обратная связь. Есть такой момент, что не каждый человек может сам себя просканировать, свое состояние на данный момент. И некоторые проблемы, которые мы игнорируем, постепенно обращают на себя внимание очень остро в течение определенного времени, накапливаясь, да, и потом разражаясь какими-то кризисами. Например, у меня была одна пациентка, она ясновидящая с именем, поэтому я даже называть ее не хочу. Кончилось тем, что она отошла от своей деятельности и на долгие годы перестала практиковать и потеряла очень много своего здоровья. Многие люди боятся начинать вообще работать с другими людьми, потому что накапливаются проблемы, накапливаются ошибки. От чего это зависит? Это зависит от точки сборки сознания, потому что исцелять можно разными энергиями на разных уровнях. Вот, поэтому два фактора. Значит, точка сборки сознания и еще один момент – это выровненность человека по энергетике, сбалансированность. Мы начали говорить о том, что такое крест стихий. Крест стихий – это условное обозначение 4 первоэлементов, из которых создано все в нашем физическом мире. Абсолютно на все можно посмотреть через крест стихий. Огонь, земля, воздух, вода – это глубокая тема. У меня на эту тему есть вебинары, встречи, конференции. И мы работаем с людьми, учимся распознавать эти 4 первоэлемента в любом явлении, в сути всех вещей, находятся эти 4 первоэлемента. Естественно, можно рассмотреть и человека с этой точки зрения. Это базовая матрица. Матриц у нас много. То есть самая базовая – это вот 4 элемента. На самом деле матрица, она слоистая, имеет много уровней. Каждый уровень сложнее предыдущего. Некоторые рассматривают человека как систему с других уровней, то есть в их матрице больше значений. 9-значные матрицы, 22-значные матрицы, 36-значные матрицы, 108 значений в матрице и так далее. Да? То есть каждая матрица – это немножечко другой уровень. Но если мы сведем все матрицы к единому ядру, все равно все будет исходить из центра, да, из какого-то центра, из первоосновы. Так вот, первоосновой всего являются эти 4 элемента. Каждый элемент отвечает за что-то свое, смотря к чему мы применяем эту матрицу, смотря что мы хотим исследовать. Мы хотим исследовать тело человека, если говорить о человеке. Мы хотим исследовать его психику, его ментальный план. Мы хотим исследовать его духовность, его предназначение. Или же, допустим, его встроенность в среду, уровень коммуникации. Все это можно исследовать через матрицу стихий. От чего зависит усталость целителя? Дело в том, что невыровненность по стихиям – это должен быть равновеликий крест во время работы. Это очень важно. В таком случае у человека не возникает усталости, потому что он не тратит вообще энергии. Энергию мы тратим тогда, когда мы находимся не в центре этого креста. Когда у нас нас мотает по этой дороге, как пьяного, да, на дороге, и у нас после сеанса возникает желание прийти в состояние нормы, то есть вернуться в свое обычное нормальное состояние. На это нужно время. Чем больше нас размотало, тем больше времени нам нужно, чтобы опять вернуться в свое комфортное состояние. Поэтому, когда мы проводим сеансы целительства, когда мы работаем, самое главное – это держать крест стихий и ось силы. Если в момент приема мы держим ось силы, и у нас все хорошо с точкой сборки сознания, то когда пациент уходит, у нас просто переворачивается страничка, и мы постоянно находимся в моменте здесь и сейчас. То есть у нас нет застревания в прошлом,
когда он ушел, а мы еще там 2 часа, 3 часа, иногда всю ночь можем находиться еще в диалоге, да, например, или в каком-то еще послевкусие, да, такое остается после встречи. Вот, собственно говоря, кратко я постаралась объяснить, что происходит. Ну, я же целительством-то не занимаюсь. Целительством вы занимаетесь, потому что любой человек, который работает с людьми, он целитель, даже парикмахер. Ну, если с этой точки зрения. Обязательно. Тот, кто прикасается к телу человека, он целитель. Практически таких отраслей у нас очень много. Это называется люди помогающих профессий. Спасибо, я поняла. Да, поэтому все люди помогающих профессий, это особые люди. Это уже само понятие, что я могу помочь кому-то, да, то есть я могу решить чью-то проблему, чью-то задачу. А это значит, что я должен быть сильнее, у меня должно быть больше огня. То есть люди, у которых мощная ось силы, очень много огня, огонь способен пережигать негатив, устранять какие-то застои, да, убирать проблемы, тогда он может перенаправлять этот огонь. Кроме того, к такому человеку тянутся люди естественным образом. Он считается для них как бы сильным, он считается для них лидером. Ему не надо делать рекламу себе. Где бы он ни появлялся, все тянутся сразу к нему, как вот к солнцу, к свету, да? И в нем сразу чувствуется опора, в нем сразу чувствуется надежда. Ему даже не надо что-то говорить, кого-то особо толкать речи, вдохновлять. Этот человек с ним рядом спокойно, хорошо, надежно. И действительно он способен помогать не словами просто, да, а реально решать какие-то вещи. В его поле исцеляются люди. Например, первым делом он сам не болеет, естественно. У него нет такого понятия заболеть вирусным заболеванием. И в его поле исцеляются люди. Почему? Потому что много огня. То есть получается, что энергетика тела проводит огненные потоки, и аура, она светится. Вирусы погибают на подступах к телу, то есть они не достигают вообще тела человека. Ну, я понимаю, да. Да. Поняла. Уровень Вот. энергетики выше, чем уровень энергетики вируса. Ну, вообще смешно. Я когда слышу, что кто-то заболевает вирусом, я всегда говорю: люди, вы что? Вы сознание вируса сравните с сознанием человека. Как можно заболеть, объясните? Это значит, нужно точку сборки сознания, да, опустить до уровня этого вируса. То есть это фактически стать вирусом. Но я понимаю, что у нас человечество ведет себя как вирус. На планете Земля мы ведем себя точно как вирусы. И абсолютно ни на что не обращаем внимания, нас интересует только мы сами. Точно такое же сознание и у вируса. И нас интересуют только наши проблемы, только наше выживание, только наш комфорт. И больше ничего нас не интересует. Ну да, я соглашусь здесь, это точно. Да, люди идут, вот их интересуют только лично их проблемы. Они с удовольствием говорят только о себе и больше ничего. У них разбухшее вот это сознание «я хочу, мне надо». Спроси его, зачем тебе это надо, он не ответит. Ну да. Ну, то есть лечится это очень просто. Называется способ гильотина. Инна. Ну, потому что у нас все болезни от нашего сознания, да? То есть заболевает просто сознание человека. Ему кажется, что так правильно. Вот, у нас сбиты ориентиры. Уже много-много веков сбиты вот эти ориентиры, к чему вообще, в чем ценность, да, человеческой жизни, зачем мы здесь. И вот у нас люди уже в 40, в 50, они не знают, зачем они здесь и кто они. О каком тогда здоровье можно вообще говорить? Если у человека он одной ногой в могиле, он все спрашивает, зачем я родился. Вот. То есть вот такая вот история. Здесь нужно, конечно, просто хладнокровно, трезво подходить к этой ситуации, понимать, что мы выходим из пеленок, нам пора взрослеть, брать на себя ответственность и
Конечно, люди помогающих профессий, сейчас расплодилось целителей, психологов, кого там только нет. Это хорошо, я поддерживаю. Потому что людям сейчас очень нужна помощь. Очень нужна. Сейчас вот сколько бы ни было психологов и целителей, экстрасенсов, там, гадайлок и так далее, сколько бы их сейчас не стало, даже если их удвоить сейчас ровно в 2 раза, их все равно будет не хватать. То есть этот рынок еще будет разбухать, еще будут идти люди учиться психологии, да, идти куда-то в коучи, в тренеры, да, там и так далее. То есть это все еще будет разбухать, потому что огромное количество людей все больше и больше будет осознаваться, да, им нужно будет доосознаться. Просто раньше как-то жили спокойно без этой осознанности, да, и ничего страшного. Да, у меня буквально за несколько дней, за вчерашний день было 3 таких женщины в поиске призвания. И сегодня утром одна была. Сегодня утром вообще грустная была женщина. Прям вообще. Да, получается, ничего не радует, да, как бы все у тебя есть, а главного у тебя нет. Нет, у нее вообще все плохо. Ну, Поэтому, это да, совсем уже кризис, да? да, такая Ну, прям. это значит, что просто некоторые люди проходят жестко, а некоторые более мягко. Это зависит от уровня отягощенности кармы. Поэтому я всегда говорю, открывайте связь с родом, работайте с родом, потому что у некоторых программы настолько сложные, что когда они начинают заниматься, задаваться такими вопросами, да, поиски себя, у них происходит, первое, что происходит, это чистка от негатива кармического. На них обрушивается все: болезни, долги, разводы, смерти и так далее. И это все, как бы, кажется, чтобы отвлечь человека от поиска в себя, чтобы ему не до этого было, да? Да. Но с другой стороны, чем больше на него это все рушится, тем чаще он задается этим вопросом: ну, зачем я живу? Неужели чтобы мучиться? Здесь нужно понимать, что вот как раз-таки, когда ты меняешься, когда у тебя выше точка сборки сознания, да, повышается, то, во-первых, что происходит? Твое окружение становится более осознанным. Получается, что приходят люди уже готовые. Мне, допустим, легко работать с моими пациентами, потому что у меня все осознанные. Вот на самом первом этапе, когда только я начинала, у меня были люди, которые вот такие несчастные, прямо не знаешь, за что хвататься, да, и там и долги, и кредиты. А сейчас таких людей нет. Вышли на другой уровень. Я, видимо, еще просто должна это пройти. Да, да, но тут главное понимать, куда идти. Мы все проходим, да, мы все проходим эти этапы, абсолютно. Их миновать нельзя, никто их не миновал. Вопрос, сколько, как долго мы на них застреваем, да, и вопрос, куда идти и что необходимо осознать прямо сейчас. Поэтому я сейчас сделаю крест стихий, посмотрю, какие энергии находятся в вашем поле.